Дания славится своим пивом, фермерством и ржаным хлебом. И что может быть более естественным, чем их объединение? Хочу показать вам изготовление датской ржаной ленивой закваски за 3 дня. Почему ленивой? Потому что единственное, что вам нужно будет делать в течение всего этого времени, это просто 1 раз в сутки ее перемешивать. На 3-е сутки вы уже сможете поставить и испечь на ней ржаной хлеб. Не верите? Смотрите сами. Для этой закваски нам потребуется всего 3 ингредиента: кефир, пиво и ржаная мука. При выборе пива желательно брать темное, так как оно привносит больше вкуса и аромата. Но вы также можете взять и светлое пиво. Выбор пива будет влиять на вкус и аромат закваски. В последующие 3 суток ваша закваска должна находиться при комнатной температуре с температурой плюс 23-25 градусов Цельсия. Закваску накрывать плотно крышкой не нужно, к ней должен попадать воздух. В качестве наглядности я буду делать замеры кислотности закваски. По прошествии 3 суток мы должны будем увидеть, что кислотность опустилась ниже отметки 4,1 по pH. И это будет означать, что закваска готова к выпечке ржаного хлеба. Сразу после постановки закваски ее кислотность очень незначительная. Замер показывает pH 4,9. Почему pH закваски должна быть ниже 4,1? Значение pH характеризует уровень кислотности в закваске. При снижении значения pH на единицу кислотность закваски увеличивается в 10 раз, то есть существует логарифмическая зависимость. Нам нужно добиться снижения уровня pH до менее 4,1, так как именно тогда главный враг ржаного мякиша, фермент амилаза, прекращает свою активность. Это означает, что достаточное накопление кислотности в закваске противодействует чрезмерному расщеплению крахмала на сахара и делает ржаную муку пригодной для выпечки. Чем более зрелой становится ваша закваска, тем ниже будет ее уровень кислотности. Но сейчас для нас главным является достижение уровня ниже 4,1. Через сутки значение pH уже снизилось до 4,5. Через 2 суток значение pH уже составляет 4,2. Через 3 суток кислотность закваски составляет 4,0. Ура! То есть через 3 суток мы получили как необходимую кислотность, так и выраженную дрожжевую активность. Вот все эти пузырики говорят об активной внутренней жизни закваски.
Именно на этой закваске я и испекла этот стопроцентный ржаной датский хлеб. Как вы видите, в нем нет ни пещеры под коркой, ни глиноподобного мякиша, то есть нет тех ошибок, которые зачастую являются причиной недостаточной кислотности закваски, а затем и теста. Со временем ваша закваска будет набирать все большую и большую кислотность, и от этого мякиш ржаного хлеба, испеченного на такой закваске, будет становиться более эластичным. Хранить такую закваску легко. Вы просто забираете кусочек готового теста и кладете его в емкость, присыпав солью. Затем плотно накрываете крышкой и оставляете в холодильнике до следующей выпечки. Такая закваска хранится без подкормки и освежения в течение месяца.